Здравствуйте, друзья! Сегодня мы пишем подкаст о космосе, о космических технологиях и космической экономике с Евгением Кузнецовым, венчурным инвестором, основателем фонда Digital Evolution Ventures. Да. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Хотел вас порасспрашивать и выведать все, что вы знаете по поводу космоса и современных тенденций в космосе, и потом вообще, почему вы занимаетесь космосом? Да, это, спасибо, одна из моих любимых тем. Я космосом занимаюсь очень давно. Я когда-то еще на физфак ЛГУ шел, чтобы изучать астрофизику и проектировать космические двигатели. Но там немножечко вышла неувязочка со страной в начале 90-х годов, и Россия в космосом особенно заниматься перестала. Мне пришлось сделать такое лирическое отступление почти на 20 лет в экономику, в систему глобального и корпоративного и национального управления, немножко в этом посидеть, повариться и вернуться обратно в космос уже, скажем так, с целью не просто что-то изобрести, а попробовать создать какие-то крупные масштабные проекты, чтобы мы все-таки как человечество в космосе присутствовали. И одна из моих, собственно, компаний, которую я создал, она как бы и называлась изначально «Орбита», сейчас там поменялась немножко, именно потому что мы первыми договорились с Роскосмосом о создании венчурного фонда. Но там не задалось, поэтому получилось создать фонд с Росатомом, сейчас я этим и занимаюсь. И при этом космосом я непрерывно занимаюсь, то есть у меня было несколько достаточно серьезных таких докладов и аналитических работ там, на уровне правительства, там, и для ОСИ. Там, вот мы делали большой проект «Форсайт», «Горизонт 2040». И я там, собственно, руководил, точнее, собирал и писал доклад финальный по группе «Космос», потому что мне это очень как раз понравилось, что космос был поставлен на один уровень с экономикой, демографией, энергетикой, медициной, то есть фундаментальными, скажем так, доменами жизни государства. И это очень соответствует современной глобальной точке зрения, потому что космос воспринимается уже не как элемент престижа, не как игрушка, не как военная история, а воспринимается как довольно универсальная среда, которая сводит воедино там, и безопасность, и экономику, и международные отношения, и тем самым создает новое пространство для роста и развития. И вот это вот как раз то, что сейчас становится объектом уже изучения, инвестирования, очень активного инвестирования. Причем не только в Штатах, например, в Индии сотни стартапов, в Китае там уже, наверное, тысячи стартапов. Мы немножко отстаем, но вот я как раз стараюсь эту тему немножечко раскачать, чтобы мы тоже влились в большое движение, как сказать, перезапуска большой космической инициативы Земли. А по этому форсайту сейчас как-то какие-то продвижения есть? Во многом то, что называется нацпроектом, стало следствием этого форсайта. Угу. И как раз то, что мы определили там, что спутниками и ракетами космос не заканчивается, а только начинается, это как раз стало некоторой глубокой перспективой, на которую сейчас, как мне кажется, уже опираются. Но тут уже начинается дальше такая немножко внутренняя информация. Ей пока делиться рано, но я очень надеюсь, что сейчас Россия будет более активно действовать в космосе. А в том числе вот инициатива БРИКС сейчас была. Да, БРИКС, конечно, это очень интересная, большая, так сказать, инициатива, хотя именно в ней, в космосе очень много шероховатостей. Например, традиционная, в кавычках, дружба Индии с Китаем, она, конечно, мало позволяет им интегрировать свои программы. И скорее сейчас БРИКС занял защитную позицию, чтобы сдержать, так скажем, «Звездные войны 2.0», которые решил устроить Трамп. Я, так скажем, помню еще первые «Звездные войны», не только фильм, а и инициативу Сои в 80-х годах, когда реально с каждого, так скажем, журнала мы читали там про рентгеновские спутники, лазерные спутники с ядерной накачкой и так далее. Трамп сейчас что собирается делать? А Трамп сейчас же объявил «Золотой купол». Это прямо гигантская инициатива противоракетной ПВО обороны из космоса. Илона Маска, сеть спутников, она участвует в этом, да? Да. Это все очень переплетено, и как раз очень у нас недооценивали масштабы этого процесса, потому что когда у тебя в космосе 40 тысяч спутников, и они способны там маневрировать, это совершенно другая история. Вообще, если уж мы коснулись военного дела, то в военном деле есть правила высоты. Кто занимает наибольшую высоту на пространстве, тот и контролирует территорию. Есть прекрасные замки на юге Франции, очень люблю там, когда бывают. Они прямо как орлиные гнезда, там видно все долины, их не обойти, они контролируют перевал. Вот весь 20 век высотой была авиация. Мы знаем войны, которые были выиграны практически только авиацией, например, шестидневная война в Израиле против там коалиции арабских стран. А сейчас высота – это космос. Если у тебя нет в космосе полноценного присутствия, масштабного,
доминирующего, то все вниз уже становится очень-очень-очень тяжело удерживать. Это большой вызов. Но эти спутники вроде не очень высоко летают. Невысоко, но в некоторых случаях нужно, чтобы было невысоко. Например, чем ниже спутники, тем лучше видно, что там на Земле. Разрешающая способность фото-видеокамеры, она сейчас совершенно фантастическая. И когда Маск только запускал эти спутники, все специалисты, в кавычках, говорили ему: Илон, ну зачем так низко? Можно же на геостационар повесить, и будет немного спутников, но мощных, зато будет хорошая связь. Он очень смешно отвечал, он говорил: ну как же, будет длинный пинг, и игроки не смогут играть в киберигры, значит, через эти спутники. Ну, все смеялись, думали, что он идиот. Потом поняли, о каких игроках он говорит, и что чем там управляют современные операторы на поле боя. И до них дошло, почему нужны низкие спутники. То есть это для управления дронов. Конечно. Да, это все для того, чтобы создать современную систему фактически роботизированного движения на Земле, огромного кучу транспорта. Есть уже, ну ладно, военные, есть мирные применения. Например, в том же самом Шэньчжэне, это такой город-спутник Гонконга, технологическая столица IT Китая, там уже сотни тысяч перевозок дронами было сделано. И это все только роботизированные системы. Конечно, они там управляются и наземными датчиками, но удержать такое пространство гигантское в целом можно только при помощи спутников. Да, это классно. Особенно у нас только начинают они ездить, вот эти вот маленькие тележки по городу, а у них уже, наверное, летают. Да, Китай сделал огромный рывок в этой технике, и как раз именно поэтому они очень активно идут в космос. Они поняли, что космос – это никуда. Но вот я видел последние цифры, что только навигация дает Европе около 5-6%, ну, то есть поддерживает 5-6% экономики. А в Штатах космические сервисы в целом поддерживают до четверти экономики. То есть, если вот завтра в космосе произойдет какой-то взрыв там, ядерный, там, и все спутники сойдут с орбиты, то экономика США потеряет довольно чувствительные деньги. То есть, там очень многие сервисы просто остановятся. Многие банковские. До четверти, да. Там многие, ну, например, элементарная вещь, там финансовые там, проводки, которые привязаны на космические часы, на космические данные и так далее. Огромное количество навигаторов. Да что уж тут говорить, мы тут сами по навигатору иногда не можем проехать в нужное место. Он не работает, да. А если вся страна теряет навигатор, ну все же разучились. Ну просто никто по карте уже не сможет в соседний город проехать. Поэтому мы сейчас без космоса уже физически жить не можем. Это все такие сервисные темы. А если мы дальше продвинемся, если мы мыслью просто зайдем там на лет 20 вперед, пока 20, что там видно вообще? Да, это вот, наверное, самый интересный разворот. Как раз мы про это делали вот доклад 2040. И нам уже пора привыкать, что космос – это не околоземное пространство, где летают там, китайские, там, российские, американские спутники, а это уже потенциально самостоятельное пространство с самостоятельной экономикой. Вот есть оценки, что экономика космоса, то есть объем космических сервисов и те земные сервисы, которые вот прямо вот существуют для его поддержки, то есть не то, что без него не могут, это вообще гигантская цифра, но просто вот взаимосвязано. Например, датчики ГЛОНАСС на телефонах, которые без космоса бессмысленны. Такого бизнеса сейчас примерно на $500 триллиона, а там за 10 долларов, да. Это в мире? В мире, да. А за 10 лет вырастет втрое. То есть будет $1,5 триллиона. И это консервативная оценка. Это только сервисные вот эти всякие службы, да? Это только в основном сервисные службы, да. А если, ну там еще связь и так далее. Но если к этому еще добавить элементы производств, которые сейчас только-только зарождаются, то вот по самым скромным оценкам сумма вырастает до 15-25 триллионов долларов. Это уже там масштаб Америки или Евросоюза. Ну, правда, уже не к 1935 году, а где-то к 1945-му, 1950-му. А пример такого, каких-то технологий таких? Да, это прямо сейчас отличная история. Ну, например, была такая классная история. В России появился стартап, прекрасный стартап, Юсуф Ясуани, один из партнеров Инвитро. Они сделали 3D-биопринтер для печати органов в невесомости. Почему органов? Потому что на Земле гравитация, клеточки расползаются, а органы же это там полые, там надо сосудики складывать. Но микрогравитация – это единственное место, где можно печатать орган. И они очень хотели попасть в космос первыми. Ну, тогда им много кто помогал, мы тоже немножко помогали. В общем, они обогнали американцев, даже несмотря на то, что ракета тогда упала, и их принтер был единственным из оборудования, который выжил. Это было очень забавно, сейчас стоит у них в музее. Кстати, работает, что удивительно. Но полетел второй принтер, и они все равно обогнали американцев на полгода. Американцы только позже послали такой же принтер. Но потом случилось, как все в России, как-то не нашли. Какой год? Господи, 16-й, по-моему, или 17-й. Это было достаточно давно, да. Или 18-й, достаточно давно было.
после этого, понятно, не нашли применения, и как бы этот проект немножко встал на полку, потому что, пока непонятно было, что сделать. А американцы нашли применение. Они добежали до военных и договорились с ними о том, что они сейчас будут тестировать на орбите печати менисков. А мениски – это миллионы операций в год. И их берут из пересаженных. То есть, там, с трупа снять или еще с кого-то. А все понимаем, что такое рынок органов. Это же кровавая, мутная тема. А мениск – это один из, наверное, самых первых органов, который можно будет напечатать. Там довольно стандартные клетки, там нет кровеносных сосудов. Простой орган. И это уже сейчас тестируется как потенциально массовое производство. Так, а наши почему не сделали? Не додумались. И не нашли заказчика. А они что хотели вообще печатать? Тестировать... в космосе можно печатать что угодно. Но для того, чтобы дойти до, например, выращенного человеческого сердца, нужно потратить десятки миллионов долларов на эксперименты. А у нас сейчас с инвестициями в космос все довольно плохо, будем честны. Поэтому мы немножко так и забуксовали. Но я очень надеюсь, что мы расконсервируем эту историю. И все-таки там лет через 10-15 органы можно будет печатать, по крайней мере, самые необходимые. И это будет очень интересно. Фантастика. Да. Но это один пример. А более близкий пример есть такая компания Varda Aerospace. Очень прикольные ребята. Они сделали спутник возвращаемый. То есть он как спускаемый аппарат там, Союза или Драгон может опуститься на Землю на парашюте, в котором они сделали небольшую мини-фабрику по изготовлению разных фарм-субстанций. Но не обычных фарм-субстанций, а те, которые именно что как кристаллы, так называемые биополимерные кристаллы, которые на Земле растут очень плохо, очень медленно, там, неправильно складываются, то есть с ними очень много возни, и поэтому они стоят безумно дорого. То есть кристаллы, которые стоят там, миллиарды долларов за килограмм, то есть просто даже меньше. В чем применяется? Медицина. Это одни из самых дорогих лекарств на планете, которые нужны для ряда заболеваний. И вот недавно они сделали первый тест, получили довольно известное лекарство ретинавир, но, тем не менее, они хотят замахиваться на более сложные молекулы. И самое главное, что это уже платформа. То есть они запускают эти спутники паровозиком, автобусом на этом. То есть спутник делает что-то на орбите и спускается назад с грузом, полезным. Да. То есть мы можем, уже технология позволяет на орбите делать там сложные кристаллы. Есть довольно много кристаллов, которые требуют выращивания в невесомости, например, для чувствительных датчиков, там, арсенид-галлиевые какие-то или еще истории. Есть много медицинских историй, которые тоже требуют невесомости. Есть довольно много гипотез о том, что какие-то аспекты человека деструктивны в космосе, какие-то позитивны. Сейчас тоже идет такие... А какие-то аспекты, это что-то значит? Например, есть недоказанное, требующее тестирования отдельное наблюдение, что возможно, гипотетически, это очень надо проверять, здесь я 10 дисклеймеров говорю, просто была статья неподтвержденная, что, возможно, крупные опухоли онкологические могут разрушаться в невесомости быстрее, чем на Земле. То есть это может быть компонентом химиотерапии. То есть, хотя у здорового человека риски онкологии в космосе возрастают, у тяжело больного могут, наоборот, быть элементом лечения. Это пока все очень гипотетикально, это требует больших исследований, и мы до этого не быстро дойдем. Но есть, например, знаменитейший эксперимент американский под названием Twins. Это было два астронавта, которые один летал, однояйцевые близнецы, один летал там сколько-то дней, другой летал 450 дней. И после приземления второго, хотя общее состояние его тела было хуже, но так называемые теломеры – это такие кончики ДНК, которые истончаются при делении клетки, и когда они истончаются, клетка перестает делиться и умирает. Так вот, теломеры у него были лучше. То есть это получился как способ омоложения. Да ладно. Но это сейчас тоже немножко... Это на сайте НАСА есть целый проект Twins, можно почитать. То есть непонятно, правда это или неправда? Нет, это на сайте НАСА есть проект Twins, это правда. Другое дело, что до конца непонятно, это было временное изменение, они потом откатились, не откатились. Это требует очень многолетних исследований. То есть это еще не значит, что нам всем пора на орбиту. Но это говорит о том, что надо... там возможен санаторий для как минимум медицинских. Да, и на самом деле космос нам открывает сейчас дорогу в абсолютное множество неизвестного, и это только открывается. Но это то, что уже более-менее понятно. Сейчас на самом деле десятки стартапов что-то пытаются делать. Но системно вопрос звучит следующим образом. Если мы хотим делать следующий шаг, как говорит Маск, становиться космическим видом, то нам нужно заняться обустройством орбит инфраструктурно. То есть построить там, когда люди начали плавать в моря и в океаны, что они сделали? Они построили порты, верфи, пристани, то есть какую-то инфраструктуру.
Нам тоже нужно построить космическую инфраструктуру, космические верфи, космические базы, космические ресурсы. Потому что если мы не будем брать ресурсы в космосе, то с Земли их возить очень долго и дорого. Маск, конечно, хочет пускать там по несколько старшипов в день, но это даже на атмосферу и на климат будет уже плохо действовать, потому что столько ракет. Разве нет такого, что Маск, наоборот, хочет все с Земли запустить и на Марс? А вот у Безоса есть идея о том, что нам нужна станция или там несколько станций. Тут я немножко, не то что похвастаюсь, это было очень смешно. В 2017 году меня пригласили выступить на коллегии ВПК в России. Это такая рабочая группа в правительстве, которая отвечает, военно-промышленная комиссия, но там еще космос у них. И меня попросили выступить на экспертной коллегии с докладом о космосе. Я выступил. Тоже рассказал такие вещи. Это был давно, 2017 год. Тоже многие вещи для них показались фантастическими. И ровно через 3 месяца после этого Безос впервые опубликовал интервью, где начал рассказывать о том, что он идет в космическую промышленность. Я там в долине был, говорил, как круто, подтверждаются гипотезы. На меня там народ, один друг мой старый обиделся, мне говорит, это хватит на Москву приоритет перетягивать. Это наша история, мы сами будем про это рассказывать. То есть оказалось, что такое... Да. То есть это такой доклад в Москве стал провокацией, чтобы они опубликовали свои планы. Понятно, что над ними работали много лет, в отличие от нас. Но публикация произошла только после того, как был прерван заговор молчания. Это было очень смешно. И действительно, сейчас есть несколько моделей. Мне кажется, в ближайшие годы Маск перестанет болеть Марсом. Он своеобразный чувак, он болеет Марсом, он очень хочет там основать новые 13 колоний, как это было когда-то с основанием американских, колоний, чтобы там была свобода, никаких этих всех мутных чуваков с Земли, рай для либертариев. Да, и говорят, что до него дошло, что это, невозможно. И рано или поздно, я думаю, что он сформирует более рациональную модель, потому что значительно важнее это освоение Луны, околоземных астероидов, те, которые недалеко от орбиты Земли уходят, не за Марсом, а близко. И обустроить базовые структуры космические, базы в точках Лагранжа и так далее, чтобы у нас была такая опорная инфраструктура. Потому что до 90% конструкций в космосе можно построить из космических материалов. Конечно, кремний, полупроводники надо везти с Земли, но железо-то с титаном зачем везти с Земли, если полно на Луне локаций, где они есть, и, в общем, более или менее понятна уже процедура их добычи и переработки. Китайцы уже как на работу туда летают своими роботами, добывают минералы, смотрят, где поставить первую базу под металлургический завод будущий. То есть там процесс уже идет очень бурно. Металлургический завод в невесомости, это что-то... На Луне пока там есть весомость, но она меньше. Оттуда можно выкидывать на орбиту вещи даже без ракетного инструмента, например, при помощи катапульт. Катапульты. Луна суровая хозяйка, мы выросли на этом. Электромагнитные пушки и все такое. То есть много разных способов. Фантасты их давно придумали, инженеры их уже давно просчитали. И, соответственно, а в невесомости, в невесомости скорее разработка астероидов. Да. Сейчас на орбите болтается 2, если не ошибаюсь, эксперимента по экстрагированию платины из астероида. Потому что... Есть уже такие эксперименты? Да, это американский проект, да. Они довольно давно... не из реальных астероидов. Из реальных. Пока они из астероидного вещества с малым содержанием, просто что-то пытаются наэкстрагировать. Но в космосе есть просто клондайки, там есть один камешек, у него название ДА-1986, как год Чернобыля. В нем всеми известными методами разведки бесконтактными оценивается, что в нем платины в 3 раза больше, чем в земной коре. Так это Психея, что ли? Психея – это то же самое, только она в астероидном поясе. Она, там бесполезно даже с Землей сравнивать. Там в 1000 раз больше и платины, и все прочее. Но она очень далеко. А этот близко? Да, этот близко. Там всего 4,5, если не ошибаюсь, километров в секунду дельта В, то есть оттуда к Земле тащить платину будет значительно дешевле. От Психеи мы еще пока не имеем технологий, чтобы вернуть груз на Землю. Когда-нибудь будет. Поэтому сейчас мы находимся в стадии перехода к освоению космоса как инфраструктуры. Если брать исторические аналогии, то это примерно начало, когда первые океанские корабли начали доплывать до соседних островов.
То есть еще Америки нет. Это еще 13 век. Ну, 15 век, да. То есть до там этих самых... Ну, кстати, и викинги сделали это раньше. И до Исландии. На лодке догребли. На лодочке, да. Вот мы тоже сейчас на лодочке это делаем. То есть мы сейчас как викинги плывем куда-то. В общем, любая серьезная волна нас, скорее всего, убьет. Но Винланд вполне основать уже можно. И понятно, что настоящее освоение даже тогда пошло через 300-400 лет. Но сейчас, надеюсь, это будет там не сотнями мериться лет, там, а десятками. Но без вот этой инфраструктурной работы, без того, чтобы построить первые там, порты на Канарах, Азорах, мы до Америки не доплывем. Это то же самое сейчас. Если мы не построим базы на Луне, околоземном пространстве, мы далеко не уплывем. По большому счету, Марс реально, вот, кроме как престиж, не очень-то нужен. Там минералов особенно нет. Ну, грубо говоря, в космосе больше минералов более доступных. Атмосфера там не очень. Терраформировать Марс невозможно из-за отсутствия магнитного поля. Есть теория, гипотетикали, повесить там в точку Лагранжа мощный термоядерный реактор и генерить магнитное поле так, чтобы укрывало Марс как зонтиком. Но это прям такая уже science fiction. Вот, кстати, кто-то считал, по-моему, Майборда считал, ну, может быть и нет, или он не говорил, что кто-то посчитал, что если даже мы просто сделаем там атмосферу, то ее сдувать будет типа 10 тысяч лет. Да. Даже без магнитки. То есть, да. Но, в общем, это интересно было бы. Но в любом случае, у людей сейчас нет острой проблемы в жизненном пространстве. Если все будет нормально на планете. А если нет? Вот это отличный вопрос. Вот это я люблю эту тему. Вот разбомбим сейчас всю планету, превратим в пустошь ядерную, они летим на Марс. Я знаю. Типа... Ну, это пугалки. Слушайте, это пугалки пиарные. Это как всех пугают, что заберут деньги с депозитов, и чтобы народ побежал квартиры покупать. Это пиарщики делают. В общем, по большому счету, Земля значительно более ценный объект, чем Марс. И, в общем, даже думать о том, чтобы ее разбомбить, не надо. Это лучше применить какие-то способы, чтобы думалку соответствующую отключить и вот не думать об этом. А Земля, на мой вкус, не освоена еще очень серьезно. То есть даже проекты терраформирования, которые на Земле надо сначала потренироваться, все-таки, ну, вот есть любопытные разные там симуляторы, там терраформирования, наверное, знаете, там, ну, Землю легко дотянуть до формата рая, а вот другие планеты там очень тяжело. И, ну, это понятно, что игрушки пока все еще. У нас и рай-то, в принципе, и так есть. Кое-где, да. Но сейчас вот как бы потихонечку на Земле начинаются проекты по преобразованию локальных климатов. Китайцы делают, там в Дубае такое есть, а в России, как ни странно. Вот. И потихоньку нам есть чем заняться на ближайшую 1000 лет, короче говоря. Поэтому Марс как таковой, я не вижу в нем смысла. Я давно на эту тему спорю. Вот Луна, околоземное пространство, астероиды – это колоссальное количество ресурсов. Нам заползать в гравитационную яму Марса не надо. Лучше мы где-нибудь в поясе астероидов обоснуемся и будем. Ну, это как Антарктида. Там, да, типа, это Антарктида, абсолютно. Даже пингвинов. Но прикольно поизучать. Да. Вот если найдут пингвина, ну окей. Или бактерию какую-нибудь. Или там эту пирамиду. Пирамиду какую-нибудь. Ну, или как в Mass Effect найдут там артефакты чужих, ну и с этого все начнется. Ну, да. Но это тогда будет иметь смысл. Но пока нет, пока это не имеет никакого смысла. Значительно интереснее в этом смысле действительно долететь до лун Юпитера, потому что там очень интересная экосистема, там теоретически есть жизнь. И это уже любопытно, потому что неожиданная жизнь иногда может играть огромную, колоссальную роль. У меня есть любимый пример. Вот всех спрашиваю, как думаете, что вообще самое ценное привезли европейцы из Америки? Тараканы, картошку. Картошку, абсолютно. Потому что картошка накормила и кукуруза, стабилизировала цикл углеводов в Европе, накормила европейцев, и начался экспоненциальный рост численности. До этого люди мальтузианской ловушкой постоянно вырастают, умирают, болтались вот так. А тут, опа, пошла экспонента. Много дешевых углеводов. Да, много дешевых углеводов. Люди расселились там по всей планете, и вот началась взлет европейской цивилизации. Так что, если мы найдем где-нибудь там на Европе или Титане какую-нибудь там экзотическую форму аминокислот или еще чего-то, которая будет нас вштыривать там с одной таблеточки так, что будем месяц бегать, то в общем, мы, может быть, даже не придумали, что это можно синтезировать. Может быть, искусственный интеллект и мог бы такое синтезировать, но, может быть, мы даже не знаем, что это такое. А вот там, опа, встретили и понеслась. Это гипотетикали, опять же. Но история показывает, что каждый раз, когда люди путешествовали, они что-то находили. То есть самые древние вот наши
протообезьяна, с которой мы начинали, она постоянно куда-то путешествовала, что-то там находила, и с этого вся эволюция пошла. Мне это напомнило, вот есть же история, что типа очень там духовно посвященные люди открыли все, которые чакры, они могут солнцем питаться. Вот солнцеед, знаете, есть, он, там как бы просто существует это. Но откуда-то он взялся. Да, это очень любопытные уже такие полуфантастические теории, но в каком-то смысле человек обречен быть космическим видом, потому что мы никогда не могли остановиться на достигнутом. У нас в ДНК зашито постоянно идти дальше. И это делает нас разумными, потому что разумность – это постоянная попытка выйти за грань. Ты выходишь за грань, обнаруживаешь там новый закон природы, новую социальную форму устройства, новый инструмент. И вот тут-то все и начинается. И пока мы ограничены, мы деградируем. У меня есть любимый пример, что китайцы доплыли до южного окончания Африки раньше европейцев примерно на столетие. Лет 50-60. Да, император был, флот построил. Да. Но после этого они решили, что все это баловство, флот сожгли. Значит, после этого ввели вообще смертную казнь за плавание под парусом за территорию внутренних морей. То есть остановились в развитии, в экспансии. И сразу после этого они остановились в развитии. То есть буквально за 300-400 лет у них не появилось ничего нового, и многое даже из старого они потихонечку забыли. То есть даже вот строительство таких гигантских кораблей было утеряно полностью. То есть даже европейцы не очень понимают, как сейчас построить такого масштаба корабль по тем технологиям, которые были у китайцев. Никто не знает. И вот этот пример, когда цивилизация остановилась в росте и одновременно остановилась в развитии, он очень поучителен. У нас было, когда мы делали «Форсайт», там был китаист один, по другому проекту. Я его специально спросил, вообще китайцы помнят эту историю? И они понимают, что сейчас экспансия нужна обязательно. Он говорит, да, они это полностью переосмыслили. И поэтому космическая экспансия прописана у них сейчас на самом высоком уровне правительственных документов. То есть движение в космос для Китая – это просто абсолютный императив. То есть вот они поняли, насколько опасно говорить себе, наверное, нам достаточно. Поэтому человечество не имеет права себе сказать, что и достаточно. Нам надо думать, у нас пока нет идей. Идеи есть, нет технологий, как долететь хотя бы до ближайшей звезды, но вот над этим как раз надо работать, это самое интересное. Самое ключевое в этом что? То есть больше пространства, которое мы можем преодолеть и закинуть туда побольше массы. Да. Самая большая проблема это в том, что текущее наше знание физики не позволяет нам придумать двигатель и инструмент достижения. То есть мы упираемся в фундаментальные барьеры, в скорость света, в энергию, необходимую для разгона и так далее. Хотя вот я тут тоже делал небольшой ресерч, есть у меня один добрый знакомый друг Илья Чех, у него там целая такая сейчас организация есть, «Рубежи науки», тоже пригласите его обязательно поговорить. Он болеет космосом. И обсуждали вот этот вопрос. Сейчас чисто теоретически есть технологии, которые позволили бы долететь до ближайших звезд за 20-50 лет. Но есть. Откуда они взялись? Одна из самых древних технологий это варп-двигатели? Нет. Одна из самых первых технологий, придуманных в 60-е годы и тогда же отложенная на полку, это ядерные взрывы за кораблем с огромным парусом. С парусом. Да, то есть делается огромный отражатель, делается огромный, как парус, как демпфер огромный, и делается ядерный взрыв. И там настолько мощная волна, правда, тут надо построить защиту для экипажа, которая выдержит. То есть это, легко сказать, но чисто теоретически, in theory, так вот допукать до какой-нибудь Альфа Центавры тормозить, как разворачивать и обратно пукать, да? Конечно, да, это более-менее понятно. Но, естественно, запускать такие корабли можно даже не из космоса, из ближнего космоса. Это надо где-нибудь себе реально в дальнем Лагранже забабахать базу и оттуда уже запускаться. То есть это сложная история. Есть теоретически двигатели, например, те же самые солнечные паруса, пока их для нано-объектов планируют, то, что Мильнер хотел пускать нано-парус на Альфа Центавра. Но опять же, in theory можно делать и более крупные объекты, но для них, правда, нужны сотни гигаваттные лазеры. А это что значит? Надо строить космические электростанции, которые будут питать гигантскую батарею космических лазеров, и далее по тексту. То есть это прям нужна мегаинфраструктура, но по крайней мере эта инфраструктура, она примерно сравнима с земной инфраструктурой. Но опять же возьмем математику, если примерно до десятка триллионов долларов космическую экономику можно вырастить лет за 20, то до сотни она вырастет лет за 50.
А это значит, что сотня у нас сейчас земная экономика. То есть, соответственно, иметь земную энергетику лет через 50 на орбите будет можно. Так и земная экономика должна вырасти. Она вырастет, конечно. В 4 раза. Она вырастет, она тоже вырастет несколько раз, само собой, но в космосе уже можно будет уверенно говорить, что нам сотни-гигаваттный лазер нужен. Ну, окей, значит, вот тут поставим сотни-гигаваттный лазер, вот у нас будут парусники, и мы их будем там раскидывать по орбитам. Но, конечно, было бы значительно интереснее поработать глубже, то есть поискать уже новые законы природы или физики, чтобы все-таки разобраться с кротовыми норами там, или с варп-двигателями. Интересно, под двигатель Алькубьера, например, это, знаете эту историю? Да, это, знаю, да. Да, по ним уже очень хороший прогресс, то есть уже не нужно всю энергию Вселенной или галактики, уже достаточно энергии Юпитера. Это уже... Всего лишь, да. Нет, но это как бы столько порядков вниз, что еще столько порядков вниз, и еще пару шагов, и вот тебе энергия цивилизации. А энергия цивилизации – это уже достижимая история, это уже можно поднапрячься. Поэтому, слушайте, они этот путь в расчетах прошли за 30 лет, так что, глядишь, за 20 лет еще что-нибудь насчитают. Но сейчас значительно более интересная история – это попытка, скажем так, выхода на новую физику через теорию информации. Вот когда вы слышите там в новостях, что Маск там говорит, что мы все живем в симуляции, это не значит, что он обкурился, как обычно, там, или обсчитался Грока. Нет, это действительно очень любопытная история, что теория информации может быть взята как фундамент для попытки вывести из нее законы природы. Есть прекрасная такая группа статей российских бывших ученых, Снельсона, Кунина, Вдовина, и они очень многие законы физики и биологии вывели из информационных моделей. И в этом смысле получается, что действительно в основе лежит информация. А информация – это биты, это действительно матрица. То есть мы действительно живем в матрице. И можно поподробнее, чтобы я понял, вот это как происходит? То есть у нас искусственный интеллект, мы в него, допустим, загружаем законы, и он нам... Не совсем так. Не совсем так. Нет, это именно что сами принципы информационной теории позволяют, скажем так, обнаруживать возможные закономерности, возможные гипотетические внутри цифровых моделей, которые похожи на реальные закономерности и модели, работающие в природе. И в этом смысле там можно создавать теории, которые виртуальные, но часть из них имеет физические проекции. То есть мы знаем их как законы природы. И это означает, что какие-то законы, которые могут быть обнаружены, но мы их не знаем, их проекций, то это уже ТЗ на эксперимент. Вот, например, вот невозможная частица или вот невозможный закон. А как его проверить? И давайте попробуем вот так побомбим частицы и посмотрим. В квантовом мире все происходит. Это уже там очень глубоко. Да, но это глубоко, но еще раз повторяю, потом это можно через, опять же, информационные законы довести там, до уровня биологии, там, например, и так далее. Вот есть такая базовая догма биологии, как там генотип, фенотип и так далее, передача информации, они, оказывается, вот как раз восходят к этим базовым принципам. Ужасно интересная история, в ней, конечно, мозги свернешь, я тоже иногда только очень в это погружаюсь, но во мне это просто сигнализирует, что, в принципе, человеческая наука, она довольно быстро развивается. Она развивается по ускорению. Вот, наверное, Панов вам рассказывал про кривую своего имени, да, кривая Снукса Панова. Нет. Нет, поскромничал. Да. Но он это когда-то сделал чуть ли не в шутку, но шутка стала законом его имени теперь навсегда. Значит, это скорость удвоения знаний. И скорость удвоения знаний постоянно экспоненциально ускоряется. То есть, когда-то нужно было 50 лет на удвоение человеческих знаний, сейчас на это уходит там, 15 лет, если не ошибаюсь, в начале века было, сейчас уже там меньше, когда-то будут годы уходить. Знания – это просто количество данных, правильно? Это... И количество данных, и количество фундаментальных знаний. Есть отдельный расчет по фундаментальным знаниям и по научно сложным, когнитивно сложным знаниям. Там тоже экспоненциальный процесс. Поэтому если от перехода к ньютоновой физике к физике Эйнштейна нам понадобилось там, почти 2 столетия, то для перехода к новой физике вполне столетие может быть и достаточно, и время, что называется, уже пришло. Новая физика – это вот что-то в квантовом мире, что позволит нам изменять гравитацию. Конечно, все ищут квантовую гравитацию, все ищут способ помирить кванты с Эйнштейном и, соответственно, обнаружить там возможности влияния на какие-то аспекты. Мы не знаем, на какие. Потому что, в принципе, для космоса нам нужна любая история, либо там бесконечная энергия, либо бесконечно малая масса, либо антигравитация.
Нас все устроит. Что найдем, непонятно. Но хотя бы сверхпроводимость дайте. Проводимость-то нашли. Уже там вопрос только температуры. И сейчас уже, кстати, в России есть ученый Артем Аганов. Он один из самых бурных прогрессов дал по вычислению высокотемпературных сверхпроводимостей и так далее. И по сложным материалам. Так в том-то и проблема, что она при очень низких температурах, а при обычной... При обычной, я думаю, что мы уже скоро дождемся. Да, это точно на горизонте там, этого поколения. Есть уже довольно хорошие керамики и другие. Там, в принципе, же уже весь бурный прогресс по термояду на это завязан. То есть плазму стали держать сотни секунд. Это благодаря ровно этому и искусственному интеллекту. Сейчас уже вторая проблема. Как оттуда тепло отвести, вот это пока непонятно. Но зажечь термояд, я думаю, за время жизни там, одного поколения получится. Ну, наконец-то, а то его каждые 20 лет откладывают на 20 лет. Да-да-да, закон Капицы. С 50-го года, да? Ну вот, история человечества, она всегда движется такими вот накопленными отлаганиями и прорывами. Вот нужно, чтобы в одну науку пришли результаты из другого домена. То есть, грубо говоря, физики упираются в какой-то потолок, и чтобы пройти дальше, нужно, чтобы, ну, вот, например, искусственный интеллект появился, или нужно, чтобы появились какие-то достижения в области математики или еще откуда, ну, как вся история развивалась. И, соответственно, сейчас тоже мы не очень понимаем, скорее всего, из информационных наук, из теории информации тоже будет сейчас такая подача, и физика сможет сделать рывок вперед. Но это так, гипотетика ли это? Ну, то есть, теория информации, если я все-таки правильно понял, это искусственный интеллект плюс база накопленных знаний и данных, которые вот человечество сейчас владеет. Ну, это очень-очень сильно упрощенно. Теория информации – это самостоятельная наука. Из нее вытекает много чего, включая теории коммуникаций. Из нее вытекает, а из теории коммуникаций начинает потихонечку становиться понятным, как вывести, например, законы социальной жизни. Из этого там спин-офф. Мы же сейчас про физику говорим. Да, а я просто как раз об этом и говорю, что теория информации – это настолько емкий инструмент, что он прорастает в очень разные науки и дает в них довольно большой прогресс. Искусственный интеллект – это одна из конкретных аппликаций, вот теория информации, да, которая позволяет вот, осуществлять эти прорывы. Ну, точно так же, как физика не сводится, например, к паровому котлу или к реактивному самолету, хотя это результат работы физики. Также и искусственный интеллект и прочее – это результат вот, кибернетики, теории информации, но это один из результатов. Вполне возможно, будут какие-то еще другие результаты, и в этом смысле это, ну, в каком-то смысле это наиболее динамично развивающаяся область науки. Слушайте, а что думаете, вот искусственный интеллект, он может нам сделать какой-то суперсплав, который лучше будет титана там, в 1000 раз? Легкий, прочный. Вот, а это сейчас делается? Делается, да. Уже давным-давно конструирование материалов и конструирование объектов на основе материалов уже роботизировано в большинстве крупных компаний. То есть это делается значительно лучше, чем людьми-технологами. Более того, есть прекрасная история. Корнуольский, по-моему, в общем, английский стартап. Они, правда, бабки подняли в Дубае, поэтому их надо называть дубайским стартапом. Они начинали как создатели искусственного интеллекта для подбора материалов для конструирования, а потом они подумали, а чем мы ограничиваем полет фантазии нашего силиконового зверя? Пусть он еще и двигатель сконструирует. И он сконструировал уже первые космические двигатели с удивительно хорошими параметрами. Они даже выглядят как из фильмов фантастических. Они не похожи ни на один земной ракетный двигатель. Но у них прекрасные параметры тяги, они отлично работают. И это потихонечку уже начинает двигаться дальше. А это не сделали по этому чертежу-то что-то? Ну, физическое есть? Да, есть прожиги. Я постил у себя это можно нагуглить, да. Ну, понятно, что это пока еще полигонные такие тестовые истории, потому что, наверное, ну, как бы есть обычные классические двигатели лучше по качеству и более проработаны, но сам путь магистральный показывает о том, что мы еще много чего наконструируем. Ну, в медицине уже есть целые компании, которые при помощи искусственного интеллекта конструируют и белки, там, и молекулы, лекарства, и этот путь сокращается по сравнению с классическим поиском в разы. И лекарство должно быть и персональное для человека. Ну, в идеале, да. Но это уже отдельный большой вопрос, как срастить геномику человека с лекарствами, чтобы понять, какие лекарства действуют, какие не действуют. Но, в принципе, да, действительно, мы сейчас уже все больше и больше полагаемся на искусственный интеллект в дизайне, в конструировании и в науке. Вот это самое интересное. То есть, уже есть несколько методов, при которых можно получать высококачественные научные результаты, то есть не просто статью написать по готовому материалу, а высококачественный прорывной научный результат, используя там коллектив искусственных интеллектов, которые между собой определенным образом взаимодействуют. Это прям вот агенты, это вот открытие последних там пары лет, и я думаю, что за пару лет оно совершит революцию в качестве
работы с информацией, с искусственным интеллектом и вместе с ним. И в конструировании каких-то узлов Думаю, технических. Да. Думаю, да. Слушайте, а вот станция космическая, если в космос вернуться, она какая стандартная какая-то должна быть станция? То есть это с искусственной гравитацией, наверное, будет. В идеале, да. И человек на 100, например, да? В идеале, да. Это, в принципе, давно уже разработано. Одна из первых таких вот, по-моему, Axiom сейчас такую строит. Одна из первых моделей, когда надувные модули на кольце, как на велосипедном, крутятся, и там образуется гравитация. Надувные? Конечно, так проще. Они же будут прошиваться всем Все подряд. прошивается. Все прошивается, и обычный металл прошивается, это прошивается. В любом случае придется подкачивать воздух, в любом случае придется заклеивать. То есть в этом смысле это То есть они пластиковые, по сути, будут какие-то. Ну, там такое тонкое железо, будем честны, что оно от пластика не сильно отличается. Есть на МКС толстенный щит, который на американской части летит вот первым об атмосферу. От камешки, там, микрокамешки бьется. Ну да. In-theory такой нужен, но если поднять чуть выше, то этого эффекта не будет. А от большого, от настоящего космического камешка там броня танковая не защитит. Понятно. Поэтому в этом смысле все решается. Поэтому да, скорее всего, сначала это будут надувные кольца, сейчас самое массовое тестирование таких систем. Потом, наверное, вот когда на Луне начнет уже гнать металл, чугуний, так скажем, космический, вот тогда уже можно будет делать какие-то более крупные конструкции. Возможно, притащит какой-нибудь астероид, это сейчас вот обсуждается, притолкал астероид на орбиту, и сидишь его перерабатываешь, там, внутри там колонию забабахал. То есть там сделать какие-то помещения и использовать астероид. А внутри забабахал, там снаружи там его потихонечку там платину выпиливаешь. Ну, в общем, вполне такая история. Это тоже пока все выглядит, это перестает выглядеть фантастикой. Ну, то есть, вот, например, Миша Кокорич, который создавал Моментум, это вот двигатель, который на водяной плазме, там долгая история, что с ним приключилось, но потом отдельно. А он как раз ради этого делал. То есть он как бы целился, говорит, ну хорошо, ладно, мы сейчас будем спутники двигать, но цель у нас долететь до астероида и там либо добывать там, либо его в Лагранж толкать. Потому что реально мы уже начинаем об этом задумываться. Это вот такая хорошая история. То есть, в принципе, я думаю, до конца столетия уже обитаемые станции, наверное, даже на 1000 человек будут. Ого, ничего себе. Да. Ну, то есть, лет через 15 должны появиться все-таки на десятки. На десятки. Да, я думаю, на десятки, я думаю, в 30-е годы появятся. По крайней без мере, гравитации. Когда же гравитация будет? Нет, еще раз, инерционную гравитацию, то есть раскрутить бочку, как в известном фильме, я думаю, можем быстро. Но тестирование 10-15 займет. Гравитация, конечно, серьезно нас ограничивает на кости, на мышцы. Вот. Но для очень многих вещей она не очень требуется. Поэтому я думаю, что первые космические и коммерческие станции, они будут работать в режиме вахтового метода заводов. То есть, как сейчас. Да, как сейчас, да. Но большую часть работ на них будут делать роботизированные конструкции. Речь не идет о гуманоидах там. Речь о том, что будут там роботизированные лаборатории, роботизированные фабрики, они будут пристыковываться, отстыковываться и так далее. Вот когда РОС проектировали, мы работали с коллегами, кто этим занимался. Вот такая концепция такая вот родилась. То есть космическая станция как такая матка и роботизированные объекты, которые не пристыковываются, отстыковываются, выполняют свои задачи. То есть людей там особо нет, да? А там вот есть несколько человек, кто поддерживает весь этот баланс, и там на роботе что-то там не так пошло, пристыковался, посмотрели, починили, заменили, полетел дальше. Или он там сварил свою там какую-то там группу фармсубстанций, подошел, подлетел, сгрузил. Человек нужен, чтобы проводить все эти первые эксперименты. Это же не сделать. Вот самое интересное, действительно, вот это, наверное, одна из самых интересных мне каденций, что космос показывает, насколько человек нужен даже при высокой роботизации. Это, мы все боимся, что роботы нас заменят, да? Но роботы всегда отлично действуют тогда, когда ситуация известна, уже понятно, что делать. И понятно, что делать. А когда ты в полной неопределенности в любую секунду, и даже непонятно, какие там законы, вот там роботы почти что бессильны. И в каком-то смысле космос остается сферой, где человечность будет востребована еще тысячи лет. То есть, это, наверное, там на Земле проще будет всех людей на роботов заменить, а в космосе нет. В космосе постоянно. Вот самая элементарная вещь. Никто, полетев на орбиту, не предполагал даже, что возникнет этот знаменитый эффект Дженебекова. Знаете, да, когда закручивают волчок, он вот так вращает. Это невозможно даже представить. То есть, это опа! И теперь на этом эффекте уже там начинают какие-то инженерные конструкции, там какие-то гироскопчики. Да. Ну, то есть, это вошло... Придумать было невозможно. А если там что-нибудь не так закрутится? Поэтому нет, космос – это место только для людей, для наблюдательных и для изобретателей. Ну, еще что-нибудь там такое откроют. Обязательно. Обязательно. Вот РОС отменили же. То есть
там даже не было искусственной гравитации. Нет, на Росе, во-первых, не планировалась даже искусственная гравитация, потому что это классическая, так скажем, бочка, обычная плавающая там на поверхности океана, то есть там ничего нет, там просто болтается и все. Но скажу, что его отменили, там просто в очередной раз там какой-то пересмотр бюджетов, и я думаю, что России обязательно нужна своя станция. Другое дело, что, может быть, не делать такую станцию, а замахнуться там реально на какую-нибудь крутую, но это не скоро и это долго. Я думаю, что все-таки у нас будет какая-то планетарная, какая-то космическая станция. Но все-таки важнее, мне сейчас кажется, лунную базу строить. Либо самим, либо с кем-то. Лунную? Да. Ну, с китайцами, с кем еще строить ее? Ну, вот разные варианты, как фишка ляжет, что называется. Но действительно надо, потому что освоение других планет и создание устойчивых экосистем, и растительных, и питательных, и для человека, и чтобы это держало вакуум, держало радиацию, держало микрометеоры, это как раз тот момент, где мы оттренируемся, и дальше уже будет проще там рассуждать об астероидах, там, о космосе и так далее, и так далее. То есть мы пока к этому не готовы еще. Как подготовиться? Вот именно в нашей стране. Там у американцев все, что происходит, все стартапы, все там. Вообще вся информация интересная оттуда идет. А у нас что? Слушайте, у нас много есть интересных стартапов, я их много находил, но они у нас, к сожалению, на ранней стадии глохнут. Вот тот же самый момент с Мишей Кокоричем, это была разработка, сделанная в Новосибирском одном из институтов еще в 60-е годы. Но просто она была как бы не нужна. Ну, пошли у нас пути ксеноновой плазмы. И водяная плазма никому даже была не нужна. А в космосе нет ксенона, есть вода. И вот как бы сама мысль, что нам нужно топливо внеземное, она никому не приходила, пока у тебя не появлялась задача делать что-то вне Земли. Это очень интересный вопрос. Поэтому в России, я думаю, что очень много и технологий, и стартапов, они регулярно, я с ними общаюсь, их мало, конечно, но они есть. У нас нет инфраструктуры финансовой, прежде всего. У нас нет венчурных фондов достаточного количества, у нас нет систем поддержки достаточной мощности. Но если Индия сумела за короткое время раскочегариться до 200 стартапов в год и частных компаний, я думаю, что и мы можем. Ну, вот, а вот стартап, бьюсь над этим. Типа стартап, в нем есть ли много смысла? Потому что вот они берут деньги, что-то там показывают отчеты, и что дальше с ним происходит? Нет, да? за отчеты стартапу денег не дадут. Стартапу дадут деньги только если он последовательно проходит milestones. То есть он сказал, что вот он возьмет эти деньги и покажет работающий эффект. Вот если он показал работающий эффект, ему дадут там в 2 раза больше денег, чтобы он сделал лабораторную установку. Если он показал лабораторную установку, ему дадут в 4 раза больше денег, чтобы он показал прототип. Если он его показал прототип, дадут в 10 раз больше денег, чтобы он его выпустил хотя бы малой серии. То есть стартап – это такое постепенная проверка, перепроверка, и каждый следующий шаг только если предыдущий подтвердился. Поэтому это отличает как раз от таких классических, любимых корпоратами историй, когда государство выделило ярд и понеслась. Теперь нам на 10 лет есть работа, можем себе там купить по тачке. То есть мы просто распределяем много денег, но по маленьким кучкам. Во-первых, по маленьким кучкам. Во-вторых, в чем прелесть стартапов? Мы же не знаем заранее, вот это сработает или это. Вот такая моделька или такая. Если ты будешь тестировать все, у тебя не хватит денег. Ну, реализовывать все. А если ты протестировал там 100 вариантов, из них там 80 похоронил, но у 20 нормально, ты в них доливаешь деньги, и они начинают идти дальше. До финиша дойдет 1 или 2. Но они дойдут до финиша. А если ты заранее вот выбрал 100, собрал у умных экспертов, они почесали в репе, ткнули пальцем, это гарантированный проигрыш. Гарантированный. Это доказано большой математикой, доказано большим опытом. То есть на старте неопределенных теорий, ну, как бы не доказано, когда нельзя просто украсть технологию и воспроизвести, когда есть любая неопределенность. На этом старте приходится одновременно запускать десятки и сотни проектов, чтобы смотреть, кто выживет. Это чистая биология. Вот как одна мутация полезная, другая бесполезная. Кто знает заранее, какая? Никто не знает. Может быть, бесполезная мутация окажется самой выигрышной. Были такие примеры в истории. И также здесь. Поэтому венчур – это как раз инструмент управления неопределенностью. Ты за счет большого портфеля управляешь рисками, и таким образом тот, кто вырастает, получает большую концентрацию ресурсов, быстрее доходит до финиша. Собственно, это делают все, это делают американцы, китайцы. Этого нет в российской культуре. Это главная проблема. То есть мы стали, как сказать, на траекторию низкую именно за культурных проблем. Нет права на риск, нет умения прощать ошибки, нет готовности инвестировать в проекты, которые могут закончиться неудачей. И в результате все ждем, пока вот наверного разыграть. А наверного разыграть в неопределенности не получится, потому что пока ты выбираешь верное, либо ты сделаешь ошибочную ставку, либо тебя обгонят американцы, китайцы, индусы. И все, и вариантов нет. Это вот действительно фундаментальная проблема сейчас.
То есть не дефицит знаний, не дефицит инженерных школ, не дефицит техники и даже не дефицит денег, а дефицит умения создать... Реальный дефицит денег типа хватает? Ой, как мы любим шутить, в стране очень много денег, но очень мало капитала. То есть на одних депозитах лежит там под $1 триллион, $500 billion. Частных? Да. И просто они там лежат? И они просто лежат. Но они крутятся каким-то образом, банки их инвестируют в какие-то проекты, но тоже очень консервативные. То есть вся мировая венчурная индустрия – это $500 billion. Банки, почему они не хотят вот эти... Ой, они удивительно консервативные, у них есть правила, там есть правила финансовые, скажем, которым их учили десятилетиями. ЦБ запрещает банкам инвестировать в венчурные рисковые истории. То есть очень много причин на самом деле. То есть это очень глубокая системная работа, которую надо один раз сделать, и после этого пойдет. Причем даже приведу пример, насколько это нестандартная и непривычная работа. Например, американская венчурная индустрия случилась и возникла после 2 законодательных решений. Одно законодательное решение было не то, чтобы разрешить, а стимулировать пенсионные фонды инвестировать в венчурные фонды. То есть, казалось бы, пенсионные фонды – это прямо святое святых, надо деньги сохранить. Очень консервативно. Но их подтолкнули, чтобы 3-4% они инвестировали в венчур. У венчура появился стабильный источник капитала. Рынок появился. То есть, можно сходить туда, можно сходить сюда, собрать фонд. Те выбирают, кому дать, кому не дать. Но это сразу увеличило базу под венчуром. И одновременно с этим был принят второй закон, знаменитейший закон Байя-Доула, который вообще на советский и русский язык не переводится. Что имеется в виду? Значит, ученые из университетов пришли к своим сенаторам, к Байю и Доулу, и сказали: смотрите, мы делаем для Минобороны и для бюджета постоянные разработки, а они их не применяют. Можно, они их нам отдадут, если они им не нужны. И они это сделали. То есть правило, если в течение года Минобороны или Минэнергетики, а Минэнергетики США – это тот, кто контролирует ядерные, не только реакторы, но и ракеты. То есть Минобороны, Минэнергетики или другие федеральные структуры за год не залочат разработку, то есть не положат гриф секретности, не передадут в работу внутренних институтов, то разработчик имеет полное право бесплатно его приватизировать. И они раздали гигантское количество интеллектуальной собственности. Вот тут были фонды, в которые полились пенсионные деньги, тут были ученые, которым разрешили выйти на рынок с разработками, сделанными за военный счет. Это все сошлось, и началась вот эта эпоха взрывного роста американских технологий. У нас вот с этим очень тяжело. Это когда было? 70-е годы. 70-е. Да, вот, собственно, из этого вылились все потом персональные компьютеры, весь software development, весь интернет, вот это все полетело ровно с этого. Да. Вот, поэтому тут фундаментальные проблемы. Я еще все время, когда работал в российской венчурной компании, мы как раз пытались вот эти вещи расшатать, кое-что расшатали, но немного. Это прям вот отдельная очень большая работа по настройке институтов, как это называется. То есть ты делаешь правильные институты, экономика начинает крутиться быстрее, в ней какие-то невозможные вещи становятся возможными, и все начинает двигаться. А вот как это сделать? Я так предполагаю, как? Надо показать им, что это работает. То есть, надо какой-то кейс такой, что вот, смотрите, мы вложили в стартап, он полетел, давайте так и делать системно. Это теоретически так работает, и даже есть примеры, Яндекс есть какой-нибудь, или еще какие-то компании. Есть прекрасные компании, полетевшие из России глобально, через мои руки прошла, например, компания Real Time Board, которая теперь называется Мира. Это вот управление процессами, майндмэпы и так далее. Она стоит сейчас как 2 ВТБ. Как пол Газпрома, 16 миллиардов. В Америке, да? Да. Вот. Понятно, что они бы и здесь развернулись, если бы здесь был более открытый рынок, но, в общем, отдельная история. Но даже эти примеры никого ни в чем не убеждают. То есть, настолько вот теория безопасности и стабильности вшита в мозги миллионов, десятков. Административные, государственные. Да. Что это очень тяжело раскачивать. Поэтому, но я думаю, что это поколенческие вещи. То есть, через какое-то время это потихонечку сдвинется. А ваш фонд, он в какие-то стартапы вкладывается? Ну, конечно, у нас много стартапов. Есть что-то, что можете рассказать? У нас разные. У нас есть про искусственный интеллект, про суперконденсаторы, А любимый мой стартап – это российские ребята. Они, правда, сейчас тоже действуют уже глобально. Они сделали систему восстановления постинсультников. Когда человек двигает воображаемой рукой на экране, и через нейронную связь постепенно вырабатывает альтернативную нервную связь и начинает двигать рукой.
Очень то есть хорошая. это как происходит? У него не двигается рука. Да. Он смотрит на экран, там учится. воображаемая рука. Он пытается мозгом дать ей сигнал воображаемой руке, чтобы она двигалась, и потихонечку мозг... При этом датчики куда-то подключены в его реальную руку, да? Нет, не подключены, они подключены к телевизору. И, к компьютеру, который генерирует изображение. И в тот момент, когда он начинает двигать реальной рукой, это эквивалентно тому, что в мозгу возникла другая нервная цепь взамен разорванной. И у него через какое-то время реальная рука начинает двигаться. То есть они подключают к этой цепи, получается... Мозг сам подключается. То есть ты просто интенсивно формируешь в мозгу замену разорванной цепи. И вот пока они это делали, 5 лет они шли там, до FDA, там, CMARC, то есть до регистрации, они по пути сбегали на рынок спорта и сделали тренажер, который позволяет футбол, баскетбол поднимать так, что на 30-40% увеличивается сила, точность удара и координация. За счет футболистов. Да, и это стоит Барселона, Ювентус, Бенфика и другие топ-клубы. И это уже золотой стандарт в мире спорта. То есть они сначала просто сидят, играют в игру, а потом только... Они сидят, пинают воображаемый мячик. Например, травмированный футболист. Он полгода сидит в кресле, выходит на поле и играет лучше, чем до травмы. Кстати, я такую историю слышал у автомобильных симуляторов. Вот эти вот сборки, которые полностью имитируют модель автомобиля, и там люди учатся ездить на этих трассах, и потом на реальной машине луше ездят, чем те, которые по этой Потому трассе что 90% тренировки мышц – это тренировки мозга. То есть ты в зале докачиваешь чисто вот биологию, там, чтобы порвать самые клеточки, связочки, чтобы новые выросли. А вот координация и эффективность применения мышцы, то есть управление, это только мысленные тренировки. Ну, как в «Матрице» все было. Абсолютно, да. А вот такого рода тоже российские разработки, они совершенно мирового класса, я с удовольствием. Я верю поэтому, что у нас много разработок, но у нас катастрофа с самим рынком. То есть рынок упал в сотни раз. Венчурный именно, да? Вот с началом СВО, да? Или когда это? Он начал падать давно. Он начал падать где-то еще года с 15-16, потом он ненадолго вырос 21-й, но тоже немножко нарисовали. Так он почему начал падать? Потому что западные институции уходили. Да. Потому что венчурный рынок существует только в глобальной экономике. Как понять? Ты должен постоянно обмениваться капиталами и идеями. Если в маленькой экономике, вот у нас маленькая экономика, у нас там 2 с чем-то триллиона долларов, в ней мало разгуляться, чтобы запустить модель экспоненциального роста, тебе надо долго-долго расти. В России не так много рынков, на которые можно сделать там 10x за 5 лет. Их мало просто. И, соответственно, негде разогнаться. А на глобальном рынке ты можешь найти много рынков, на которых ты будешь постепенно быстро разгоняться, создавать глобальные компании. Ну, там глобальная конкуренция. Потому что много чуваков занимаются тем же самым. Конечно. Ну вот сейчас, пока вот весь мир сидит за заборами, то маленьким странам очень плохо. Большим странам не сильно хуже, им хватает внутреннего рынка. Ну, мы как бы средняя страна, да? Ну, как? По размеру. Да. Наверное, средняя, но как бы да. Мы, в принципе, в десятке по экономике. Я не считаю, конечно, ВВП per capita по паритету, потому что ВВП по паритету неприменим к таким историям. Но даже по чистому ВВП мы в десяточке где-то болтаемся нормально. Но это мало. Вот у всех, вот, например, у европейских стран, кто сравним с нами по размеру, они все-таки действуют в едином котле в ЕС, и их общая экономика – это несколько сот миллионов человек и 15 или 18 триллионов долларов. Ну, то есть это на порядок больше и по людям, и по людям чуть меньше, чем на порядок, по экономике примерно на порядок. И это, конечно, дает больше возможности разгуляться. Америка еще больше, Китай еще больше. И, конечно, они могут себе. Ну, сейчас, то есть, главные рынки – это Китай, Америка, ЕС, Индия и мы. Индия, да. А дальше уже идут там Африка, Южная Америка и все. Совсем, да, малыш. Мы даже где-то в 5, по-моему, входим. Ну, как еще говорю, как считать? Это как считать, знаете. А вообще про политику, что думаете, сейчас будет в ближайшие там хотя бы 2-3 года? Это как тема пророчат, больная. типа, будет разделение? Тема больная, говорить я на эту тему, наверное, сейчас не готов, но немножко проанонсирую. У меня как раз давняя еще была работа 90-х годов, которую я недавно с искусственным интеллектом промоделировал. Я изучал смертность в войнах по большим данным. Я обнаружил очень интересную цикличность, то есть автоколебательность процесса. И у меня появилась довольно интересная модель, которая позволяет смотреть на историю вооруженной оптикой.
То есть не просто смена людей, то есть вот из-за этого случилось это, там Авраам родил Исаака и понеслась, а как на определенные взаимосвязанные системно моделируемые процессы, из которых можно делать определенные выводы. Другое дело, что выводы получаются полярные по результату, потому что примерно понятно, куда все движется, но вот это так ляжет или так, это сказать невозможно, это физически невозможно. Но уже понятно, что будет. То есть самый главный вывод состоит в том, что сейчас человечество вступает в фазу запуска нового, большого, векового, более чем 2,5 века цикла развития. Да. Он сравним, в прошлый раз это была промышленная революция, которая там совпала с Великой французской и американской революцией, и вот был запущен весь цикл индустриализации, промышленной революции, создания там новых типов государств, возникновения новых, то есть все вот это, что случилось, было запущено вот примерно 250 лет назад. И мы сейчас запускаем такой же цикл. То есть это эпохальное событие. И, естественно, в сам этот период происходит, как правило, война. Это закономерно. То есть, там, что было? Наполеоновские войны, Англия с Францией, там, полмира друг друга резал. Сейчас происходит то же самое. Вот, соответственно, вот, когда мы вот из этого бурления выйдем, и в мире более-менее пыль осядет, это произойдет не через 2 года, это произойдет где-то примерно через 10 лет еще. Вот. Дальше начнется траектория довольно стабильного, почти векового роста. Нет, конечно, где-то будет трясти, какие-то войны будут, но сам тренд уже будет на рост. То есть, как бы вот страны будут нагуливать жирок, будет очень большой рост. Вот, например, за этот период, за столетие после изобретения паровых станков, Англия стала богаче Индии примерно в 20 или в 30 раз на человека. Угу. То есть начинали они примерно с одного уровня богатства. Англия и Индия? Да. Так Индия была колонией Англии? Нет. На момент запуска промышленной революции там сидели махараджи, а Ост-Индийская компания просто их обслуживала. Они стали колонией полноценной к середине 19 века. Угу. То есть это тоже у нас немножко сбитая оптика. Конечно, Индия там, Англия через Ост-Индийскую компанию и махараджи, конечно, многими процессами управляла, но это как бы, как сказать, это не было административным управлением, по большому счету. И начинали они примерно с одного уровня богатства. Они отличались, может быть, в 2 раза всего лишь. То есть махараджи были богаче, чем английские лорды, значительно. А беднота была беднее, как обычно. Но за 50 лет они там так разогнались, а за столетие тем более, вот, уже к этому веку, к Второй мировой войне, разница по богатству Англии и Индии была почти в 100 раз. Вот это вот, когда ты пропускаешь исторический цикл и живешь по старинке, могут возникнуть вот такие вот диапазоны различий. И вот это, конечно, важный момент. То есть прямо вот через 2 года что будет, я не знаю, это моя оптика на таких микропроцессах не работает. Но вот то, что мы через лет 10 увидим уже понятные, глобальные, стабильные, четкие железобетонные правила игры, мы не будем о них гадать. Глобальные. Глобальные. Все, будут решены все вопросы. Там Америка с Китаем уже там потолкаются, договорятся, какие рынки забирают себе, какие отдают другому. Они договорятся, им никуда не деться от этого. И все, начнется спокойное движение на несколько десятилетий вверх. И в космос. А в этот период турбулентности особо... То есть происходить ничего не должно. Глобального такого. Будет происходить технологического. Технологическое очень бурно происходит. Потому что турбуленция как раз-таки она делает, наверное, самые экзотические вещи. Во-первых, она вынуждает искать новое. Вынуждает. Самые мои любимые примеры, что когда Англия обложила континентальную Францию блокадой при Наполеоне, и поставки сахара в Европу, во Францию прекратились. Все, сладкоежки остались без сладкого. И французы изобрели сахар из свеклы. То есть мы с вами сахар кушаем белый, потому что французов жестко заставили что-то пошевелиться. И, кстати говоря, тогда же Наполеон изобрел консервирование, потому что ему нужно было армии снабжать, он изобрел консервы. То есть у нас бы консервов не было, если бы не было вот этих войн. Есть такие многие примеры. Поэтому вот сейчас, например, из-за того, что Америка конкурирует с Китаем очень жестко, бурно развивается генная модификация человека. Потому что в мирное время, как было с клонированием, это тут же запретили. На всякий случай. Как бы чего не вышло. Мы не знаем, что там в подвалах они делали при этом. Не знаем. Но на поверхность не выходило. А тут вышло, уже дети бегают, китайцы. Я просто не знаю эту историю, наверное. Это была потрясающая история. Почему запрещают, понятно, а почему обошли запрет? Потому что все страны хотят быть первыми, поэтому они постоянно пытаются играть на грани фола. Ну и вот один китайский доктор, он сыграл за гранью фола, то есть к нему пришли семья, оба больные СПИДом.
Это 100% передача СПИДу ребенку. Так это работает. Но есть один единственный ген, который можно скорректировать на его альтернативу, и человек будет иммунен к СПИДу. Вот он это сделал, такие эмбриончики отобрал, и 2 девочки, Нана и Лула, родились. Они здоровые и прекрасно уже растут. Но это искусственное полностью все было. Это обычное ЭКО, которое делают миллионы, десятки миллионов женщин, естественно. Это искусственный геном. Это геном с корректированным геном. И после этого, конечно, китайцы поругали. Это был 16-й год. Китай еще старался дружить с Америкой. Его поругали, посадили под домашний арест. Он уже вышел. Тем не менее, все знают, что китайцы уже над людьми экспериментируют. И американцы тоже начинают это делать. Вот уже есть первый ребенок, у которого был скорректирован геном, чтобы вылечить и так далее. То есть прогресс не останавливается из-за страхов, этических барьеров и так далее. То есть эти турбулентности глобальные, они резко ускоряют прогресс. Именно потому, что начинается настоящее соревнование. И это не значит, что это военные технологии. Нет, наоборот. Как правило, это мирные технологии, приходящие в армию. Сам по себе это процесс резкого ускорения технологий. Мы в него и живем. Сейчас распаковывается гигантское количество технологий, искусственный интеллект, генная редактура человека, тот же самый космос. Если бы не было этой задачи нашпиговать орбиту спутниками, то у Маска не было бы, наверное, половины заказчиков. Я вижу, кстати, применение этой технологии. Мы выведем людей, которые менее подвержены радиации, например. И они будут космические люди, которые тусят это на орбите. Это на самом деле еще интереснее. Дело в том, что вред от радиации связан с тем, что наше ДНК, оно в клеточке, чтобы храниться надежно, свернуто очень плотный комочек. И некоторые химические вещества или канцерогены, или радиация, она разбивает этот комочек, ДНК разворачивается, начинается сбой, и возникают генетические ошибки. Из-за этих генетических ошибок клетка может перейти в состояние онкологическое, и начинается рак. Или другие какие-то проблемы. В космосе это просто риск больше. Поэтому, создавая лекарство от космической радиации, ты одновременно создаешь лекарство от старения. О, классно. Понятно, да, логика? Да, потому бессмертные люди. Не совсем бессмертные, но один из факторов старения будет снят. То есть, об этом идет речь. То есть, космос – это не только не просто цель посидеть на Луне, попить, пиво с видом на Землю. Это такое количество технологий. Например, для программы «Аполлон» были нужны солнечные батареи. Их сделали. Они были хорошие, мощные, но очень дорогие. Космически дорогие. Потому что никому в голову не приходило, что в космосе нужно удешевлять цену. Программу «Аполлон» закрыли. Инженеров, которые ей занимались, распустили. 2 из них, китайцы. Что делать? Поехали. Один в Австралию, другой в Китай. Помыкались лет 15 с чем-то. И вдруг замаячила солнечная энергетика на далеком горизонте. Германия объявила, что будет датировать солнечные электростанции. Китай быстренько подсуетился, выделил 8 миллиардов юаней на программу солнечных батарей для горных сел, куда дешевле солнце дорогое поставить, чем электростанцию тянуть. И эти китайцы создали 2 первых фабрики по строительству солнечных батарей. Немцы что-то отдали китайцам и сами не разработали. Да. Китайцы, очень удачно подсуетились, и они вырастили объем солнечной энергетики в мире в 1000 раз за 20 лет. И уронили цену совокупно за 50 лет в 500 раз. И сейчас у нас солнечная энергия дешевле всей любой энергии. В Южной Европе солнечная панель окупается за год полностью. И космические технологии. Они были сделаны, но потом на Земле их запустили в цикл масштабирования, и они стали доступными каждому. Поэтому космос – это абсолютно неисчерпаемая поляна для новых технологий, для новых решений. Скажется на жизни каждого человека. А у вас есть какие-то стартапы в зеленой энергетике именно? Да, у меня один из стартапов – это быстро заряжаемые литионные батареи для машин. За 3-5 минут можно будет на 100-200 километров машину залить. Но это связано и с солнечными батареями. Да. В солнечные батареи бесполезно инвестировать в Россию, что китайцы уже сделали все. То есть там тема закрыта. Нет, там может быть новый. Кстати, в России есть несколько интересных научных разработок, пироскитов и так далее. Но это уже next. Следующий шаг. Он на Земле даже не очень актуален. Но вполне возможно, что-то еще появится. Я присматриваюсь к этой теме. Может быть, уже под завершением что-то вы хотите... Есть какие-то интересные штуки, которых я не догадался спросить? Вы можете о них рассказать? Да, вы знаете, мы, наверное, хорошо пробежались по всей тематике. Мне кажется, что мы почти всего коснулись. Наверное, коснусь, неожиданной стороны. Сейчас все китайцы массово, партия,
прививает народу фантастику. Просто вот это у них культ на фантастику. Ну, недаром этот культ дал, например, Ли Цзинь, который стал уже прямо в пантеон современных фантастов о космосе. И китайцы, они уже на уровне партии поняли, что если люди не мечтают, то они не способны производить креативный и качественный технологический продукт. И в этом смысле космос как объект мечты – это одна из самых мощных стимулирующих технологий и факторов. Мой любимый пример, что когда фон Браун пришел учиться в Берлинский политехнический институт, он, в общем, хотел заниматься обычной инженерией. И, естественно, самой популярной тогда инженерией была там авиация, там, танки, пушки, ну, где больше денег платили. Но там был кружок любителей космоплавания. Сидели люди, читали Циолковского, там, подглядывали за Годаром, что-то там пытались какие-то ракетки делать, ну, в общем, дурью маялись. И он увлекся. И он вместо того, чтобы идти на хлебные должности, начал, значит, пилить ракетки. Ну, дальше, конечно, во время войны его приметили, дали ему Пенемюнде там, и персональный концлагерь, который там рабов брал. И в итоге Фау-2 там начало серийно летать в Лондон. Но если бы не возникло вот этого кружка и мечты, то ничего бы не было. Поэтому мое главное пожелание там, всем слушателям – это, в общем, мечтать, читать фантастику, потому что это одна из самых продуктивных вещей для того, чтобы создавать великие технологии. Вкладываться в фильмы о космосе. Да. Спасибо, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на канал Евгения. Я выложу его в комментариях. Спасибо, до свидания. Спасибо.